Привет, любители профессионалы, матерые начинающие конкуренты и заказчики. Сегодня делаем очень интересные изделия под кодовым названием слоненок или свиные ушки. А может, после просмотра ролика у вас появится идея с совсем другим названием. Пишем в комментариях и не стесняемся. Проект очень интересный, но взялся я за него только исключительно, чтобы снять ролик. Просто заказчица очень попросила, чтобы вещь была раскладная. А так как ничего подобного я не делал, поэтому и предоплату брать не стал. А сумма оплаты, с которой согласилась расстаться заказчица при нормальном течении обстоятельств, мне показалась довольно маленькой. Но это уже 5-й заказ, который от нее поступает, поэтому отказываться мне как-то не с руки. В общем, работаю за идею и плюс снимаю ролик. К тому же, если что-то не получится или пойдет не так, то я всегда смогу оставить эту вещь себе. А в скором будущем она мне точно пригодится. Поэтому первое, обкатаем идею. Второе, получится, продадим, хоть и недорого. Не получится, переделаем и оставим себе, вроде бы и не отказав заказчику. Третье, снимем ролик на ютубе и немного шевелим извилинами, а заодно и заставлю некоторых из вас сделать то же самое и напрячь мозги. Правда, для этого придется посмотреть ролик практически полностью. Но если делать это вам в тягость или у вас нету времени, все-таки весна на дворе и есть другие более важные дела, а также вам не интересно, как я выставляю, позиционирую некоторые вещи при сборке таких изделий, то встречаемся с вами вот на этой минуте. И уже там обсудим, что, как, кому, куда, во что и зачем. Так, работаем сегодня мы с 25 трубой, толщина стенки всего 1,5 мм. Опять же, повторюсь, это прототип и очень маленький ограниченный бюджет, поэтому не судите строго. Но за жесткость таких конструкций обычно отвечает не толщина стенки, а перевязка труб между собой. Сборка и сварка, я думаю, никаких сложностей не вызовет даже у начинающих, тут главное диагональ и плоскость. Кстати, как обычно, пытался рассчитать все так, чтобы минимизировать отходы. А об их количестве и о том, как их использовать, поговорим в одном из следующих роликов. А для затравочки просто скажу, что количество отходов напрямую зависит от количества работы. Я думаю, никто спорить не будет. Так, внимательный зритель уже, наверное, попой почувствовал, что это будет что-то похожее на стол. Да, действительно, это будет раскладной стол. Ну а какая высота у нас стола? 80 сантиметров. Поэтому, чтобы позиционировать ногу, мы приварим вот такую направляйку под углом 90 градусов и уже с помощью нее выставляем нашу ногу неправильной формы. Лишнее, естественно, обрежем. И вот наша нога не выступает за габарит нашего стола и не мешает нашим коленям. А это важно, если вы действительно собираетесь им пользоваться. Поэтому всегда обращайте внимание на шедевры, у которых ноги выходят за габариты стола или стула. Кстати, еще мечтаю снять ролик на эту тему о бамбуковых лавочках. Все те же действия с выставлением, подрезкой, подгонкой придется повторить для 4 ног. С прямыми прямоугольными ногами или набранными из завитков гораздо проще. Но менее эстетично и практично. Я уже говорил, что для жесткости и устойчивости такой конструкции надо, чтобы ноги были перевязаны с собой в нескольких местах. Потому что в основном такие вещи себя плохо ведут именно на скручивание, и об этом надо помнить. Поэтому вариант, который мы выбрали с заказчиком, это то, что у стола будет второе подстолье, который будет связывать между собой 4 ноги. Набираем его тоже из трубы 25 на 25 со стенкой 1,5 мм. И делаем его квадратным. И здесь у вас тоже может возникнуть проблема, если у вас ноги из профильной трубы, потому что надо, чтобы плоскость ваших ног смотрела именно на углы этого подстолья, что сделать с первого раза довольно непросто. А квадратную вставку выставляем на нужной нам высоте, естественно, отбив диагонали. Ну а дальше по традиции переходим к изготовлению декоративных элементов. И делать это сегодня мы будем на станке Profi 2M. Кстати, если кто не в курсе, то компания Profi подарила мне этот станок. Естественно, для того, чтобы я использовал его для изготовления своих шедевральных изделий. Жена и теща были в постоянном тонусе, а наивные зрители в шоке от моего профессионализма. По ходу дела я внес пару изменений в конструкцию станка, немного доработал, добавил что-то для себя. В общем, кому интересно, смотрите ролики об этом. Станок потихоньку обкатываю, тренируюсь, делаю какие-то ошибки, порчу материал в довольно большом количестве. Так что про отзывы пока что подождем. Ну а чтобы понять, можно на нем заработать или нет, думаю потратить определенную сумму в американской валюте. И уже на выходе посчитать, смог я на этом заработать или нет. Сумма, кстати, не маленькая. Поэтому будут определенные риски. Ну а по-другому, к сожалению, никак нельзя сделать адекватных выводов об окупаемости станка, а также себестоимости готовых изделий.
Так что все у нас впереди, а хвалить его или наоборот хаять на голом месте я не буду. А также не хочу делать вид, что купил его за свои деньги. Доказывать что-то наивным людям или дуракам мне просто лень. Но ролик по следам прошлых событий, а также как работает реклама в холодной ковке и почему у нас все через жопу, я скорее всего выпущу. А пока соединяем с помощью завитков наше подстолье с ногами. Не забываем также про подпятник для ног. В общем, что-то устал я говорить, давайте минуту, просто посмотрим ролик. Ну вот, ребята, такая вещь у нас получилась. Естественно, это промежуточный вариант, он не закончен. Заканчивать его будем вместе с вами. Механизм крепления этих ушей покажу в следующем ролике. Так нечестно, скажете вы. Хочешь растянуть какую-то шляпу на 2 ролика? Да ладно, парни, я знаю одного парнишку, который с одной табуреткой умудрился снять 10 роликов. А в позапрошлом году вроде бы даже выдвигался на премию Диу-блогера. А тут, ребята, целый хитро вымученный стол и всего 2 серии. Кстати, о Диу-мастерах, которых стало настолько много, что даже газовые баллоны подорожали в цене. С удовольствием посмотрел бы на их версию такого раскладного стола. Ну, естественно, жду ваши предложения и пожелания, а сам в следующем ролике покажу, что у меня получилось, исходя из минимального бюджета. Ну а для затравки и разгона крови в мозгах вот такой сюжет. Заодно, может, кто-то угадает, что в канистрах. Еще, ребят, я думаю, может, хватит снимать эту холодную ковку, потому что ролики с газовыми баллонами, с пластиковыми канистрами набирают сотни, а то и в 1000 раз больше просмотров. А может, перейти на табуретки и выдвинуться на Диу-блогер года? В общем, жду комментариев по этому поводу, а также не забываем обсуждать название стола. Все, кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, дизлайк, но при этом не забываем подписываться. Всем удачи, здоровья, прорвемся!